Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем нашу трансформацию, которую я начал, не понимая вообще, куда я лезу. Но все же мы продолжаем из превращения из тяжелоатлета в кроссфитера. Сегодняшнее задание у нас будет состоять из 3 комплексов. Первый комплекс гимнастика. Это 10 минут МОМ, да, то есть чередующийся МОМ. Первую минуту делает 2 подъема ног, вторую минуту 3 отжимания на кольца. Поскольку Алексей делает гимнастику каждый день, да, несмотря на то, что у него по кроссфиту 3 тренировки в неделю, да, поэтому здесь мы чередуем. Один день у нас отжимания, стойки и подтягивания, а второй день подъем ног, отжимания на кольца. Второе задание – это 10 подходов по 10 повторений становой тяги каждые 90 секунд. Вот это немецкая система для увеличения силовой выносливости у нас будет. И третий раунд это... Он именно немец, реально, потому что 10 по 10 у него стандартная схема. И третье задание это измененная Нэнси. Будет мы 3 раунда сделаем. Да? 400 метров бег и 25 приседаний со штангой над головой 60 килограмм. Мы начинаем первое упражнение. Оно у нас заключается в кольцах, мое любимое, и подъем ног. Подъем ног, тоже мое любимое. Важно очень, медленно, но постепенно. Больше вставляй локоть вверху. Пробуй вставлять и сразу не задерживаться вверху. Вставил локоть и сразу опустился назад. Вот ты спрыгнул. Вставил, сразу опустился. Вставил локоть и сразу вниз. Не делай паузы, сразу вниз. Да. Слишком легко. А как разработать стабилизацию на кольцах? Как подводящими упражнениями. Да, скоро мы будем, поскольку отжимания на кольцах, то надо и отжиматься много. Чем будете больше отжиматься, тем лучше стабилизатор. Как говорил мой тренер, для того, чтобы рвать, нужно просто рвать. Просто рвать. То же самое здесь. Ничего нового не изобрели. То же самое. Для того, чтобы толкать, надо тоже толкать. Вот. Но будут подводящие упражнения у нас, вскоре вы их увидите. Дальше мы сейчас переходим к самому страшному упражнению на сегодня. Нет, самое страшное у нас еще впереди, это третье. Сейчас еще не страшно, это становая тяга у нас будет 10 по 10. Каждые 90 секунд. Мы начнем с веса порядка 40% от максимального. То есть это будет 120 килограмм на сегодня у нас. Посмотрим, на что Леша способен. Поскольку это подводящее упражнение для взятия на грудь, да, то в данном случае нам нужно будет выполнять той техники, в которой Леша берет на грудь. Да. Мы ничего менять не будем. Можно загружать больше ноги, здесь можно загружать больше спину, но мы будем делать так, как Леша выполняет взятие на грудь. Только ты до конца поднимайся здесь. Это не как толчковой тяги, полностью выпрямляешься. Не надо как в лифтинге там сводить лопатки, выводить туда плечи далеко, там, да, но показать так, чтобы плечи были за проекцией грифа обязательно. И таз выпрямлен. 1. Поехали. Чересчур мало, наверное, поставили. Надо было больше начинать. Но Алексей бережет себя, это правильно. Так что всегда надо начинать с малого и постепенно прогрессировать. Комплекс. Да, наверное, немножко не подрасчитали с весом, но на самом деле, если взять то, что в этой подготовке я делал максимум 230 тягу, то в принципе это даже не 40, а 50%. Но, как говорится, никогда такую работу не выполнял, поэтому лучше попробовать. Теперь переходим к самому веселому заданию. Вот это бег и приседания со штангой над головой. Объем будет не маленький, 400 метров, бег и 25 приседаний над головой 60 килограмм. Всего 3 раунда. Сейчас вы увидите впервые, как бегают тяжелоатлеты вообще.
И как они потом после этого еще выполняют какие-то упражнения. Я думаю, это будет очень смешно. В лучшем случае я поломаю просто тренажер. Спускайся. Все. Хорошо. 25. Вставляем таз в бок. Встал, выдох. Встал, выдох. Пять. 12-22 у нас, молодец. 3 раунда, 12-22. Давай посидим, блядь. Заминку, давай на гребку. Или походи на дорожку. Потом полежи. Давай, или на греблю, или походи на дорожку. Немножко тяжеловато. Такое ощущение, как будто мои ноги, они не мои. Лежалось как после приседания? Маты можно? Или Нормально. Или как пристигалось просто после бега. Хорошо, вообще не чувствовал ничего. Все здорово, 12 минут, 22 секунды ушло на 3 круга. Я доволен, в принципе, результат хороший. Приседания здесь лимитирующие были, вот, потому что после них бежать тяжело там, да, и на них сказывается все, в общем-то. Но Леша справился с задачей, сделал этот комплекс очень хорошо, потому что он довольно-таки непрост. Я думаю, Вера. 3-5 минут вот так подглядеть. Нет, опять. Сделал заминочку, уже хотя бы так могу нормально говорить и выражаться. Очень тяжело, но все возможно. То есть немножко просто себя нужно держать в тех рамках, что вот всегда хочется взять и остановить. Вот если перешагиваешь, это просто нормально. Ну, Дима говорит, что результат, в принципе, до 4-й тренировки нормальный. Но опять же, большой вес играет, конечно. Поэтому, наверное, самое основное, это надо сбросить вес. Ну и пару слов сейчас Дима скажет. Что, закончилась у нас первая тренировочная неделя. Вот, начали мы с малого, будем постепенно прогрессировать и добавлять нагрузки. Первой неделе я вполне доволен, результат хороший. Видите, даже по Леше видно, что каждая тренировка ему все легче и легче уже дается. По чуть-чуть адаптируется, он втягивается в режим этот. Кроссфитерские ощущения к нему приходят, я смотрю, ему это нравится. Вот, так что все ближе и ближе, и все больше и больше это нравится. Любимое ощущение кроссфитера. Так что по чуть-чуть мы будем прогрессировать, добавлять, следите, подписывайтесь. Комментируйте, задавайте вопросы.